Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – ваш будущий муж. Где, когда, посмотрим также его имя. Видео актуально только для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если с вами не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Вроде как, да, показывают, вы смелые, но чего-то на данный момент боитесь. Даже, я бы сказала, сторонитесь чего-то. Какие-то есть сомнения, какое-то негодование. Вы, может, даже тоскуете по каким-то моментам, может, в своей жизни. Это может касаться прошлого. Здесь дело идет семьи. То есть какие-то переживания в семье. Вы, может, находитесь еще в отношениях, которые вас убивают, которые не дают вам должного, да, где, может быть, даже вкладываете всю себя. Вы хотите стабильного счастья, вы хотите уйти откуда-то или из каких-то уже отношений, убежать оттуда, закончить. Здесь уже вот просто какой-то развал. Также здесь может идти речь о недопонимании каком-то. И когда мужчина, например, ведет себя, извините, по-свински, именно по-свински по отношению к вам. Вам уже осточертело терпеть что-то, и вы придумываете план. Возможно, много есть моментов, которые не дают это сделать легко. Взять и уйти. Есть какие-то обстоятельства, и вы не знаете, что делать. Да, может быть, запутались уже в чем-то. Кто-то здесь может даже вот как останусь, но ради чего-то. Но не ради любви. Здесь чувств нету. Здесь есть спасение материального благополучия, дабы, например, не остаться, как говорится, под мостом, с носом, вот, да, вот какие-то такие ситуации. Но в отношениях, что касается чувств с этим человеком, партнером, с кем вы сейчас находитесь в отношениях, далеко уже не любовь, да, а, возможно, наоборот, что-то худшее. Но вижу, вы терзаетесь, мучаетесь, хотите просто элементарно быть счастливой. Знаете, тяжело. Вы можете даже, здесь кто-то говорит, что у меня муж тиран или манипулятор, да, или человек, который давит. В то же время можете чувствовать себя в отношениях также жертвой. Здесь именно состояние подвешенное не туда и не сюда. Да, ждете, возможно, даже помощи, пусть даже и от высших сил, от кого угодно, да, ждете помощи, разрешения какой-то ситуации, выхода из чего-то сложного. Да, вы запутались очень сильно. Вообще, по себе вы женщина волевая, в какой-то степени бесстрашная, но, знаете, вот этот момент, касаемо, может быть, развода, расхода, да, повлиял на вас как-то, и вы чувствуете, что вы в чем-то слабеете, или робеете, или боитесь даже, да, испытываете страх и какую-то неуверенность. А как дальше будет? А вдруг будет хуже, если я уйду отсюда? Также здесь может быть момент, кто-то уже покинул какие-то отношения, которые именно вас терзали, мучили, где вы были в состоянии жертвы, где вы вкладывались, да, а человек, наоборот, не вкладывался, а может, забирал даже. У кого-то могло быть и драка, или физический удар, насилие, может, да, физическое. Вы знаете, вот, вам хочется, вам кажется, да, когда вы будете одна, пойдете во что-то новое,
что что-то уравновесится в вашей жизни, что вы будете себя чувствовать свободной, что будете больше зарабатывать, больше каких-то тут действий. И в то же время вам до конца неизвестно, как это все обернется. В то же время вообще вы женщина, которая влияет на многие ситуации с помощью внутренней силы своей по императрице. Здесь показывает, что в вашу жизнь еще не пришел ваш человек. Ваш человек, который придет в вашу жизнь, это пара, ваша пара, следующий. Из этих отношений вы уйдете, если вы находитесь в отношениях. Также, если вас терзают какие-то мысли, сомнения, тоже они скоро обретут краску, да, будет более отчетливее виден какой-то ответ или видна дорога, куда идти, как двигаться. Ждать вам здесь карты говорят, не стоит мужчину в плане того, что сидеть и ждать, ну когда. Если будете ждать, вы будете момент оттягивать, да, или вообще может, как сказать, не наступить та ситуация, когда вы найдете своего человека, потому что здесь, знаете, когда вы будете притягивать, даже пытаясь как-то магическим путем, ритуалами и так далее. У вас уже запрос есть, он отправлен, и вас услышали. Но если вы будете настаивать на побыстрее, потому что здесь показывает, что час еще не пришел, то достанется мужчина на другой, да, через которого будете проходить сложные уроки. Здесь идет какая-то ложь, безответственность и вот разгульничество такое. Вы работаете, а человек гуляет, отдыхает, складывает на вас ножки. Вам нельзя торопить события. Здесь показывает, нужно дождаться свое. Вы женщина, которая достойная, и вам не нужно браться за что бы, лишь бы было со мной рядом. Потому что я не вижу здесь счастья, я вижу опять, да, тот момент, когда приходится уходить. Причем с пустой котомкой. Может быть, на самом деле, если будете притягивать в свою жизнь побыстрее, когда придет мое, то здесь появится человек-обманщик, который может что-то у вас забрать. Вам нужно эту мысль отпустить. Уже сформирован запрос, что вы желаете, да, но говорите рядом со мной. Такой-то, такой-то, такой-то человек, там верный, преданный, чувственный и так далее. Знаете, здесь может быть определенно какие-то отношения в вашей жизни уже повторяются. Один похож на другого. Или можете, знаете, думать, что вокруг одни придурки. Или один придурок и второй такой же. Вообще вы очень активная, работоспособная. В какой-то степени можете быть и человек, который работает на нескольких работах, может или день, и ночь, да, постоянно. Вот здесь работа. Работаете качественно и добросовестно. Человек вы добросовестный. По отношению даже к чужим людям вы очень добросовестно относитесь. Вас, кстати, уважают и любят, да, или вас ценят, возможно. Что касается семьи, будет резкий внезапный скачок в вашу жизнь, да, именно момент счастья ворвалось, но вы этого как и не замечали. Вы сидели в чем-то в прошлом. Вот в такой момент появится ваш мужчина. Но это не говорят, что прям быстро, но это будет внезапно, да, вы даже не ожидали, что это будет ваш муж. У кого-то здесь может даже идти, да, ходили где-то вокруг вы да около друг друга. Вот так. Вообще еще здесь показывают, что вы очень такая оптимистичная, веселая, компанейская можете быть. Но в целом, да, очень такая юмористичная, можете юморить очень так хорошо. И у вас есть чувство любви, да, оно еще не угасло. Хоть вы пытаетесь убирать эти мысли, пытаетесь бороться как-то и говорить, что все сволочи, все плохие, там, или неверные. На самом деле
Нет, вам только кажется. Когда вы будете со своим человеком, вы так думать и говорить о мужчинах не будете. Так, еще показывают. Могут показывать реально, кто сейчас находится уже в семейных отношениях. Около вас сейчас находится человек, который вами манипулирует, обманывает. И вы знаете, за счет этого еще учится чему-то у вас. И также может вас получать. Говорит, да я знаю, я знаю. Вы ему говорите по делу, по факту, а он, да я знаю, я знаю. Потому что у человека очень много комплексов, что его, да, какая-то там женщина переплюнет или в чем-то победит. Ему не нравится эта ситуация. Также по вашей характеристике здесь можно говорить о том, что вы соблюдаете какие-то каноны, законы, традиции. Может быть, даже, вот знаете, как соблюдали пост. Или соблюдаете, или соблюдали вы пост. От чего-то отказывались. Но вы в целом такая вроде как решительная, но бывает, знаете, некоторые ситуации, вот вас что-то вот, как вы сами подтрусиваете, боитесь. Вы не хотите на самом деле каких-то сложностей в жизни. Вы хотите, чтобы это легче как-то все разрешилось или легче далось. Может, даже элементарное счастье. Вы ждете реально какой-то помощи. Да? Вообще здесь женщину показывают в целом. Она интеллектуальная, такая подкованная, умная. Но вот когда кому-то совет дать, пожалуйста, да, я дам совет. Но когда у вас наступают какие-то ситуации в жизни сложные, очень сложно, вы как сбиваетесь, да, сложно дать самой себе какой-то совет, послушать себя, свою интуицию. Возможно, даже вы молитесь часто, или же, да, здесь момент еще идет чистки, чиститесь, защищаетесь, защиту ставили. Может быть, вас кто-то чистил, ставил защиту. Одиночка и в какой-то степени и интроверт можете быть. Любите вы находиться в уединении, может, даже часто. Вам наедине с собой очень приятно и хорошо, вы себя понимаете. Также еще бы сказала, что мужчина, с которым вы сейчас находитесь, или же вот только расстались, да, или прошло время, может, даже у кого-то расстались, может думать, что вы, ну так может и быть, да, что вы сейчас в поиске замены, что у вас какое-то просветление. Также здесь человек может думать, что, знаете, кто-то как будто бы вам что-то на ухо подсказывает. И он этого человека ненавидит. Да, он может думать, подруга, может быть, еще кто-то там, советчик у нее есть. Да, и ненавижу этих советчиков. Злится очень. Знаете, здесь идет такое спонтанно сразу слово «псих». Человек психует или человек по себе, да, психически неуравновешен. Вспыльчив может быть, незаурядный такой, то улыбаюсь, то плачу, вот в каком-то таком ключе. То злюсь, ненавижу, то потом улыбаюсь, как ни в чем не бывало. Какие-то вот скачки именно в поведении. Вас показывает женщину страстную, огненную. Да, это сразу видно. Женщина, которая уделяет себе время. То есть вы не та женщина, которая все ради семьи, ради всех, ради детей, ради мужа. Нет. Вы себе тоже уделяете время, вы себя чем-то балуете, радуете. Возможно, даже в последнее время стали так делать. Раньше, может быть, отказывались от чего-то, но сейчас просто заставляете себя делать себе радость. Показывает, есть человек, влюбленный в вас, который находится далеко, не рядом с вами. И тем более, может быть, расстоянием и интернет. Даже и соседи, да, но сидим в интернете, друг друга видим. Хотя навряд ли вы видите, здесь человек в вас влюблен и огорчен. Огорчен. А вы вообще женщина, да, такая, которая его свела с ума. В то же время здесь говорят, как будто бы все союзы ваши, которые были в жизни, они были кармические, нужные.
нужны были эти отношения, дабы вы что-то в себе перебороли, может быть, даже перебороли свои страхи. Очень много каких-то думок, очень много мыслей. Но в целом вы выйдете в ситуацию победы или разрешения ситуации. У кого-то может реально быть какой-то тиран. Тяжело вам сейчас приходится. Вам приходится сейчас от всех, возможно, даже закрываться. Да, потому что вы знаете, можете не то что не доверять, вам может быть плохо, тяжело, но вы никого не хотите об этом просить и не хотите, чтобы кто-то это видел, как вам сложно. Да, и иначе, может быть, думаете, что кто-то над вами посмеется или воспользуется вашими слабостями. На работе могут быть какие-то проблемы или недоговоренности, или, да, не очень хороший для вас состав коллектива, с которым вы вообще не смиритесь никак, чем-то вы не согласны. Со стороны люди могут думать, что вы как-то сейчас сконцентрированы на себе, заботитесь о себе, может быть, или опять-таки переживаете за себя. Но здесь во внешне это очень сильно проявляется, люди могут чувствовать или вот как-то смотреть за вами и вот наблюдая, видеть ваши какие-то переживания, да, что ну не все так гладко. Может быть, вы тоже делитесь кому-то о своих страхах, о своих каких-то сомнениях. В целом вообще вас видят женщину такую, работоспособную женщину, которая все в дом зарабатывает, но вот сейчас чем-то она может опечалена быть, да, недовольна. Сложности какие-то могут быть, как сказать, до кучи все одно вперемешку. Все в одну кубышку, да, все какие-то проблемы. Смотрите, на вас могут, да, как-то и негативно воздействовать, или же вы можете тоже скрывать что-то, не договаривать. Но тут такое чувство, да, кажется, что вы свою боль скорее в большей степени таите, не рассказываете, да, или свои проблемы пытаетесь как-то скрывать. Здесь может быть такое, что наоборот, да, жаловаться, но опять-таки, если жалуетесь, да, здесь наоборот может даже кто-то быть и рад, да, что у вас такая ситуация в целом происходит. Да, тут больше такие еще люди, которые могут потом и обсуждать, говорить об этом у вас, то есть перетирать косточки вашей жизни. Очень много обмана из-за чувств. Знаете, здесь у кого-то может и неподеленная любовь, и вот какие-то измены могут быть, или же обстоятельства, да, так складывались, что не уживалось, не ваше. Вам хочется все по-настоящему, по-честному. Обман. Вот какой-то обман идет. Так, если с вами проигрывать, давайте посмотрим дальше. Ваш будущий муж. Где вы с ним встретитесь? Когда встретитесь? Кто он такой? Здесь показывают вас, да? Какое-то время, скорее всего, вы будете находиться, может быть, в одиночестве или, знаете, в делах, в работе. Тут пока не идет разговор и речь о любви, то есть, скорее всего, да, вы будете заниматься или своими какими-то домашними укладами, или же, опять-таки, пытаться что-то возобновить. Здесь прошлое показывает, но навряд ли. Я думаю, все пойдет на пользу. Опять какие-то обиды, опять какие-то недоговоренности. Также, может быть, кто одинокий. Здесь речь идет о одиночестве. О одиночестве. Какое-то время вам придется побыть одной, попереживать, да, о работе похлопотать, о чем-то таком, о своих делах. Не пришел еще час.
Час придет, причем час придет резко, и это будет речь идти о замужестве. Но сейчас, да, вы должны заниматься каким-то своим ростом, своей уникальностью, опять-таки, да, своей самодостаточностью, вот чем-то таким. Именно связано с вами, с вашей карьерой, с вашей работой, с вашим каким-то делом, может быть. Хотя вы торопитесь ждать уже. Куда еще ждать? Уже что-то не вмоготу вам, чувства какие-то. Вот момент такого, торопиться нельзя, не стоит, потому что, опять-таки, какие-то неуверенные люди идут. Это именно потому, если торопиться, да. У вас идет конкретный мужчина. Он позже придет, после, вы знаете, как бы сказать, вашего пробуждения, после вашего, вот чем-то вы занимаетесь, творите что-то, создаете, да, здесь такая уникальность какая-то даже есть, индивидуальность, творчество. У вас все мысли о мужчине. Вы не хотите быть одна. Да, вы хотите обрести именно счастье, да, быть счастливой, например, или же быть в отношениях. Но торопиться здесь нельзя. Или торопить события. Да, вы можете, например, проводить какие-то практики, именно касаемо аффирмации, например. Но все будет так складываться, вот как оно уже есть, да, в любом случае. Просто наберитесь терпения и здесь отвлекайтесь на себя. Может быть, даже, извиняюсь, но на свою какую-то самодостаточность и свой вот, как побуду эгоисткой, поживу для себя. У вас мужчина идет денежный. Денежный. Все остальное, да, скорее всего, или ваш ровесник, или чуть старше, стихия Земли. Человек, который склонный зарабатывать, обеспечивать, склонный даже к разного рода, я бы сказала, деятельности, может даже несколько деятельностей иметь. Кто в детородном возрасте, здесь момент даже рождения ребенка. Вы когда будете с человеком, будете вспоминать прошлое, что торопилось. На самом деле поймете, что торопиться не надо было. Здесь всему свое время. Какие-то задумки ваши будут исполняться, смотрите-ка. Здесь показывают еще прокачка не только себя изнутри, да, здесь будете прокачивать себя внешне. Вы сами захотите что-то в себе обновить, поменять. Здесь разум какой-то вот приходит. Именно, знаете, не просто там разум, да, здесь может быть ситуация каким-то образом сложится в вашей жизни так, что расставит, как говорится, вы скажете, все по своим местам. И вот вам захочется на самом деле после этого что-то самой поменять внутри себя, внешне. Будете действовать. И, знаете, с любовью относиться к себе. Любить себя, уважать себя в первую очередь, да. Да, в какой-то степени включите эгоистку. У вас здесь определенно идет такая характеристика, вот как раньше, например, вы были вся в отношениях, вся там, да, все, как чуть ли не поклонялись этим отношениям, не молились на них. Но сейчас вы будет и будет. Вот на каком-то таком, знаете, и относиться будете как-то так к мужчинам, вот именно не подпуская тем самым к себе, что не нужно. Здесь возвысится самооценка, да, уважение к себе. Начнется какой-то рост, начнется какая-то деятельность. У кого-то может быть переезд, да, переход. Переезд, переход. Переход имею в виду, например, на что-то иное, на другую деятельность. Опять-таки. Во время работы, да, какой-то или новой работы, или новой деятельности,
состоится знакомство с мужчиной. Опять говорю, резко, внезапно. Здесь вот сразу говорю, мужчина будет к вам проявлять приятные такие теплые чувства, эмоции. Может быть, вот знаете, еще у кого-то быть, вы уже с ним знакомы, с этим человеком. Пойдут какие-то разговоры и слухи о вас. Может быть, даже неприятные. На работе, в обществе, о ваших каких-то отношениях. Мужчина, я вам скажу, такой вот, знаете, как скорее романтик еще может быть тоже. Но твердо стоит на ногах, он знает, чего хочет, он умеет добиваться, он умеет зарабатывать. Еще он умеет разрешать конфликты. Конфликты мирным путем, договариваясь, идти на какие-то, может, уступки, да. Но если человек не понимает, по шапке треснет, вот так вот. Такой конкретный. Для вас он покажется детем. Да, или будет с вами вести вот как немного... Потому что любит. Вот так вот будет он себя вести. На самом деле он мужик мужиком. Ситуация, опять-таки, говорю, сложится таким образом, может быть, волшебным образом, да, когда вы, сами того не ожидая, знакомитесь с мужчиной. И при таких обстоятельствах довольно-таки сложно даже предугадать. Это опять как заказала, да, у Вселенной, например, да, и раз, внезапно объявился человек, как упал с неба. Тут еще кто-то в вашу жизнь будет заходить, испытывать вас на эмоции, какой-то мужик, манипулятор из прошлого, женскими энергиями. Какие-то хитрости здесь идут. И не только, да, человек будет вас вводить в какую-то вот муть, отводить от чего-то истинного. Дабы вы... Ну, у человека тоже имеется к вам еще чувства. Чувства не остыли. Вы знаете, кармические тоже были партнеры у вас. Или партнер бывший, который вам дал дорогу куда-то. Или, опять-таки, означил дорогу на то, чтобы вы отдумались, например, стали зарабатывать, да, стали изучать себя, углубились в себя. Возможно, даже проявление, да, было иных качеств раньше. Но сейчас все по-другому. Чтобы вы вот как-то себя, хочется сказать, морально переодели, переобули. Морально. В том числе именно по финансам касается, да, чтобы вы тоже изменились. Опять-таки говорю, или начали зарабатывать, или, да, имели свое дело, а не полагались на него. Поэтому, да, именно так случилась ситуация. И вы знаете, к моменту прихода этого мужчины будет такое чувство, что как будто бы для вас высшие силы готовили этого мужчину. Мужчина даст вам все. Все, буквально все. Здесь, кстати, еще момент такой, что куда-то вас повезет, или куда-то вы с ним отправляетесь ехать. Может быть, даже резко, внезапно в какую-то дорогу, которая изменит вашу жизнь. Да, это может быть даже переезд к этому мужчине. Чего вы настоятельно будете, например, не хотеть особо или сомневаться. Смотрите, у вас будут планы, определенные планы на будущее, изменить вашу жизнь. Благодаря этому мужчине, и вы сама тоже не робкого десятка, да, вы такая тоже смелая, сразу же крылья за спиной, вам хочется двигаться, что-то решать, делать. Слушайте, мужчина будет вам помогать. Мужчина вот какой-то, может быть, в какой-то степени и наставник, учитель, да, для вас, или научит вас чему-то новому. Возможно, даже вы благодаря этому человеку обретете новую профессию. Здесь, кстати, на мир будете смотреть по-другому, под другим углом. Мировоззрение ваше меняется о людях.
Также здесь идет ситуация, что знакомство ваше состоится через женщину. Женщина, возможно, стихии воды. Да, это может быть даже и пара какая-то, вас с кем-то познакомит, а может быть сблизит, потому что здесь момент идет того, что вы уже мужчину знаете. Знаете. Может быть, вы уже давно знакомы, но вы вот как-то особо близко-то и не общались с этим человеком. И вот складывается еще чувство, что здесь с кем-то будет ссора, да. Или же те люди, которые вас познакомят, вы с ними оборвете почему-то отношения. Это, возможно, даже будет вот как подсказка, да, что это он, вы поймете. Но это не из-за того будет ссора, да, чтобы вы поняли, что это ваш мужчина, нет. Просто вот как-то сложатся обстоятельства, что вы через ту женщину, которую будете знакомиться, вот вы с этой женщиной перестанете общаться. Какие-то связи у человека есть. Связи, общение, статус, авторитет, уважение. Человек умеет сдерживать свои эмоции, человек умеет контролировать, что говорит, что делает, отвечать за слова свои по темпераменту. Перед вами, я говорю, он будет как ребенок. На самом деле это взрослый, адекватный человек. Просто, да, вот человек, когда мужчина, когда влюбляется, куда-то пропадает вся вот эта его серьезность, он вот как мальчишка становится. На самом деле, да, человек серьезный, знает, о чем речь идет, да, а что он делает, отвечает за свои действия. Деловитый. Может быть, даже вы сами видите, да, что человек такой деловой, важный, серьезный. Думает, серьезно говорит. По действиям. Ну, сразу говорю, не скоро. Давайте посмотрим, когда вы его встретите. Во время вашего расцвета, когда вы поменяетесь внешне, что-то внешне будете с собой делать, причем кардинальные какие-то изменения. Я вам скажу, вы не были готовы, что войдет мужчина. Вы чем-то занимаетесь, учитесь, работаете, деятельность тут какая-то идет. Сфера, да, где очень много нужно думать. Заявляется мужчина к вам с чувствами, с подарком, со своим расположением. Здесь такие приятные слова, приятные эмоции идут. Когда смотрим. В течение год с половиной, да, это 1,5 года. Или в течение 1,5 года. Но я говорю, сразу возникнут какие-то еще сложности, которые вы будете прорабатывать, решать. Не так-то все просто. Пройдете какой-то обман, и только для себя что-то поймете окончательно. Вам нужно, как говорится, свой страх убирать и боязнь, что вы останетесь одна. Вам нужно, опять-таки говорю, увлечься чем-то, что, например, касается финансов, работы. И вообще не думать о любви. Все появится само и внезапно. Сами того не ожидая. Можете проговаривать аффирмацию «Я счастлива, у меня все хорошо, рядом со мной любимый, верный мужчина, рядом со мной надежный человек, рядом со мной верный человек». Ну, никаких ритуалов, никаких быстрее-быстрее. Не торопите события. Поспешишь, людей насмешишь. И не хватайтесь за кого попало. Ваше будет с вами, поверьте. Ни за кем не бегайте. Не нуждайте себя. Все само придет вовремя.
Да, здесь идет рабочий момент, сразу говорю. Или во время работы. Вы или получите сообщение любовное, или человек заявится к вам. Может, на работу даже в прямом смысле заявится. Но тут сразу, знаете, все начнется быстро. Колесо закрутится. Здесь момент, да, вашего счастья идет. Очень сложно будет отвязаться от какого-то прошлого мужика. Прилипало какой-то идет, который, знаете, привык все разрушать, портить малину. Пытается вот за счет вас вот как-то, знаете, возвыситься. Есть в нем такое. Эго очень много. И какой-то несерьезности вообще в целом к жизни. Будет вас вот как-то морочить. По поводу вас очень много здесь каких-то идет иллюзий. А вот этот мужчина, когда появится, вы знаете, он не раздумывая, почему-то, скорее вы и знаете этого, говорю человеку, поэтому, да, человек так быстренько, зная все или понимая ситуацию в целом, может быть, здесь может быть какая-то от него помощь, человек будет вам в чем-то помогать. Новатор такой, идейный человек. Знаете, он даже вам предложит какую-то новую идею. Вам будет сложно в чем-то, и вот он вас вытащит из этого. Благодаря человеку вы, опять говорят карты, вы наберетесь ума, вы наберетесь терпения, вы наберетесь силы, вы перестанете думать о чем-то таком, о чем вы раньше переживали, например. Мужчина развеет все ваши какие-то сомнения, да, и в целом, может быть, о мужчинах развеет сомнения. Мудрый человек придет. Знаете, умеет вовремя сказать нужное слово, поддержать, например. Не такой, который, знаете, вот ты сама переживай, разберись там, а потом я приду, да, при удобном случае. Вот. И как бы все хорошо, да, наготовенько. Нет, это нормально. Это, вернее, нормальный мужчина, адекватный. Он будет очень сильно вас любить, хлопотать за вами. Хлопоты, какие-то переживания. Да. Знаете, общество будет вам, я и говорю, сразу перемывать кости о вашей новой паре. Будет пытаться кто-то даже лезть, посылать свой нос куда не надо, лгать про вас о чем-то за спиной, что будет не очень-то приятно. Кто этот мужчина еще? Давайте посмотрим. Романтик. Прекрасный человек. Ну, он, знаете, меньше говорит, больше делает. Вот так вот. Он уже на чем-то обжегся, собаку съел, что-то тоже для себя в этой жизни понял. Здесь определенно есть какой-то опыт за плечами этого мужчины. Да, и мужчина хочет отношений, где будет гармоничная пара, где, да, уважение, где женщина уважает мужчину. Не потерпит обман. Не потерпит обман. Он уже это пережил. Треугольники обмана. Хватило ему, как говорится, по горло этих треугольников. Здесь, кстати, женщина может вмешиваться в ваших отношениях. Бывшая его. Смотрите, у вас бывший вмешивается, у него дама вмешивается или будет как-то еще проявляться. А потому что еще не отпустила. Человек что-то для себя поняла, что уже говорит поздно, поздно. Дверь закрылась. Здесь, возможно, был треугольник у них в паре, где она, вот, да, именно обманула человека. Здесь обман. Он не потерпит обмана. Он собственник, да, есть в нем такое. Есть. Он за правоту, за честность. Он боится, да, предательства. Не хочет этого. Человек готов вкладываться в семью, в будущие какие-то цели. И он понимает, что после дождя всегда солнце. Вот это вот он четко понимает. И он надеялся, ждал. И вот знаете, вот как удача выпала. Человек вас ждет. Человек вас ждет. Будет принимать все усилия, дабы вас добиться, вашего расположения.
вы будете находиться, я говорю, в каких-то делах, обязанностях, что-то у вас будет, знаете, вот как решаться. Такое основное, крупное. И вам будет, вот, может, даже и на тот момент не особо-то до чувств. Но когда проявится человек, он, возможно, проявится с помощью. Да, вы поймете, вот кто вам, как говорится, друг, кто вам враг. Да, или имеется в виду, что это ваш человек. Человек протянул вам руку помощи. Тайна может за вами где-то наблюдать уже сейчас. Замечать вас. А вы нет, вы его не замечаете. Вы сосредоточены какими-то проблемами, касаемо семьи, говорю, или каким-то мужчиной еще до сих пор. Не отпустили вы, или да, что-то у вас там тоже выясняется, да, или непонятки какие-то, качели могут быть. То помиритесь, то поругаетесь. Тоже. Давайте посмотрим инициалы имени. Л, буква Л, Д. Вам, кстати, встречаться могут данные буквы, вот, конкретно буквы Л, Д. Да, вот как приходит вам мужчина, или имя постоянно его крутится. Л или Д в инициалах. 18, 24, 31. 31 это 13 тоже может быть. Четверка, 22. Вам могут встречаться числа. Чем чаще они будут встречаться, тем больше будет говорить о том, что близится час встречи с этим человеком. Но пока вы не проработаете себя, ничего не изменится. И отношения какие-то с прошлым не проработаете или окончательно не закончите, не начнутся новые отношения. Сами увидите. Вам нельзя в новых отношениях подпускать прошлое, иначе это прошлое может вам все разрушить. Вам, если вы ушли от прошлого, да, заканчивайте уже окончательно. Не нужно его вмешивать в новые отношения или что-то еще пытаться прояснять, доказывать. Не нужно, не стоит. По каким знакам вы увидите, смотрю. Ну, во-первых, здесь может, да, присутствовать вот какие-то металлы, да, или металлические предметы. Яркий смех, да, или человек так громко чихает, вот что-то такое в нем есть. В то же время сильный, крепкий такой мужчина, высокий. Даже вам будет казаться, что вы лилипут среди этого мужчины или маленькая. Но в то же время здесь еще не обязательно. Здесь может быть, да, именно вообще по себе такая крепкость. Крепкий орешек. Крепкий мужчина. У кого-то, да, может проиграться, что лысый. Лысый мужчина. Нет волос. Или здесь наоборот, да, вот эта вот борода может быть. Борода. И вот короткие какие-то такие. Короткие волосы или очень коротко стрижен. Бородка, щетинка. Ну, что такое металлическое? Есть какие-то у него аксессуары, может быть, на себе. Да, браслеты, цепочки, вот что-то такое носит человек. Причем, может быть, или меняет часто их, да. Не постоянно одно, а может быть, меняет. Вам будет казаться, что он женат. Нет, у него отношений нет. Возможно, уже отношения давно закончились. Но он сейчас в проявлении поиска своей партнерши. Да? Человек надеется, ищет, ждет.
Здесь человек хочет отношений семейных, вкладываться куда-то, продолжение. Или же, да, именно есть сомнения, но все же, да, человек понимает, что он один не останется, что жизнь благоволит ему не остаться одному. Здесь может пойти речь не обязательно о замужестве, но здесь совместное проживание, гражданский брак. Здесь его территория, на его территории вы будете находиться. Не нужно здесь... Здесь есть такие женщины, которые, вот знаете, могут сразу, как говорится, все карманы наизнанку выворачивать и говорить, да, вот у меня есть то, то, то. Нельзя, просто нельзя, да, мужчине такое показывать. Если хотите рядом с собой увидеть сильного мужчину, пусть мужчина, дайте ему стимул впрягаться, как говорится, да, зарабатывать, например, заботиться о вас. Иначе человек может, на самом деле, да любой мужчина может расслабиться, сложить, как говорится, ручки и все, и превратиться в не мужчину. Да, когда вы все дадите, когда вы все сделаете, да, человек, как говорится, может, да любой человек может сесть на голову, например. Мужчина должен оставаться мужчиной, у него должен быть стимул что-то для вас сделать, стремиться и так далее, защищать вас, да, показывайте свою слабинку, что вы не крепкий орешек, не я все могу, да сиди, я сделаю, вот это не надо. Здесь вот наоборот у вас будет стремление в чем-то ему даже помочь. Вот будьте женщиной просто, женщиной, слабой женщиной. Силу проявлять будете тогда, когда вам нужно себя защитить, реально, да, какие-то ситуации. А перед мужчиной силу проявлять не нужно, она здесь не нужна. Вот с вас тут будет идти какая-то, вот, знаете, такая, не надо. Да я могу, да у меня есть, да я знаю. Вот если вы все знаете, вы все умеете, тогда вот не надо вам этого отношений. А если именно вы хотите отношений, вам нужно придерживаться позиции женщины, и тогда будет успех на вашей стороне касаемо вот именно отношений. Но не стоит долго затягивать, да, вот я посижу, подожду. Так будете сидеть и ждать. Занимайтесь какой-то деятельностью, да, или просто отвлекитесь от чего-то, от этой мысли навязчивой. Когда, например, вам нужно здесь прорабатывать себя. Еще карта говорит, прорабатывать. Здесь еще, пока вы не приработаете, говорю, она не ворвется. Хоть даже и есть этот мужчина, но все же, да, в любом случае может повториться сценарий или еще как-то. Чтобы все было гладко и четко, вам нужно сначала заняться собой. Уделите время на себя любимую, на свои увлечения, хобби, например, деятельность, да. Попытайтесь вот что-то изменить. С подружками почаще вылазить, а то засиделась дома, например. Или же, да, сменить, может быть, цвета какие-то в одежде тоже, чтобы поменять свою жизнь, как-то разнообразить тем самым, да, или, может быть, начать заниматься выращиванием каких-нибудь цветов. Или научусь я рисовать, пойду на курсы. Вот чем-то именно какое-то отвлечение здесь нужно вам. Какой-то уклад один и тот же, да, вот он уже сценарий может еще раз повториться, если опять все вот по старому кругу будет. Да, если вот вы ничего не будете делать, ничего менять, здесь опять говорю, притянутся на вашу энергию те мужчины, которые вот были в прошлом, вот такого типа, да, которые, как говорится, трепали нервы, какие-то вот незрелые именно, которые разбивают сердце. Эгоисты и нарцисс. Эгоисты и нарцисс, да, может притянуться. А если вы поменяетесь, дом, совместное проживание. Вот карты даже показывают все в ваших руках. Вы можете все, буквально все. Вам нужно опираться только на себя, но не на кого другого. Да, быть самоуверенной, быть самодостаточной дамой. Та, которая сама может, да, может все, но с другой стороны,
Когда появится у вас мужчина, это не говорит о том, что вы можете все, да, все сделаете за него. Пусть ваше будет с вами, а все остальное принимайте как прилагающееся, понимаете? И вот только тогда в вашу жизнь войдет мужчина. Убирайте страхи, иллюзии какие-то, что у вас что-то не так, да, или вы какая-то не такая, или что вы никому не нужны. Наоборот, вам не нужен. Вот если вы знакомитесь, понимаете, что вам не отвечают, понимаете, одно это первые звоночки. Это не ваше. А если пытаться за этим гнаться, добиваться и так далее, то я говорю, здесь потерпите именно поражение. Потому что вы хватались за то, что не ваше. Вот даже на работе заметите, как к вам относятся по-другому, смотрят за вами, да, вот как-то с каким-то даже наблюдением, общаются как-то иначе. Это уже первые ваши звоночки изменения вашего или в обществе где-то, где вы постоянно находитесь. Да, это рабочие моменты. Люди начнут как-то к вам по-другому проявляться. Но в то же время, я говорю, меньше информации о знакомстве, о мужчинах, о своем чем-то личном. Иначе здесь потом, когда вы познакомитесь с мужчиной, начнут перетирать вам косточки. Пусть на вас как-то, да, смотрят. Вы, кстати, еще и кому-то, знаете, как кого-то научите чему-то. Дадите импульс. То есть кто-то надежду потерял, а вы дадите импульс, что не все еще потеряно. Кому-то сделаете при том очень хорошо. Мужчина меняет вашу жизнь. Мужчина несется в вашу жизнь для трансформации, опять-таки. Вот вы и так изменитесь, да? Здесь прям мощная проработка у вас идет. Плюс еще мужчина несет трансформацию для вас. Вы даже вот с этим мужчиной посмотрите на себя в прошлое, оглянетесь и поймете, что вы были совершенно другая. Вот хочется сказать, два разных человека. От кого-то уже отвяжетесь навсегда, обнулите. Благодаря этому мужчине. Распрощайтесь с прошлым каким-то, с какими-то вот своими, знаете, даже мыслями. Вы вот думали так, а все в жизни так оказалось совершенно иначе. Вы не предполагали. Показывает в ваших руках ресурс. Управляемый, вы управляете этим ресурсом. Но будьте аккуратны, не будьте жадными в отношении... Знаете, здесь может быть мало, мало, мало. Еще буду работать, еще не нужно. Здесь, да, всех денег не заработать, имейте обязательно. Здесь можно вот из-за денег, наоборот, потерять или оттолкнуть, потому что здесь можете удариться в работу так, что, да, или все пойдет так хорошо, что надо работать, работать, но нет, здесь нужно давать себе обязательно паузу. Здесь не идет момент выгорания, здесь вот просто, если вы такая занятая, то вам никто вообще не нужен. Вот так будет это проецироваться. Давайте тоже себе отдых. Ну, момент выгорания тоже здесь может быть. Вы внешне очень сильно поменяетесь. Знаете, вот как расцветете. Женщина с цветами в руках. Возможно, да, вы на себя в зеркало посмотрите и скажете, мне не дарил никто никогда цветов. А тут я вот стою с букетом. Знаете, вот будете сравнивать какие-то отношения свои прошлые. Чего-то вы недополучали, у них очень много вы недополучали. Отношения вас даже разрушали, разбивали прошлое. Но вы для себя уясните одно, что вот так должна, да, как-то определенно вести себя женщина. Определенно. Для себя какая-то вот аксиома прорабатывается, что вот так должна себя вести женщина.
дабы она могла получить счастье, чтобы она могла получить желаемое, чтобы, да, ее уважали, ценили и так далее, а не ноги вытирали. Возможно, да, вы даже и в прошлом-то не особо получали подарков от мужчин. Возможно, тоже проявление было «я все сама, да я все сделаю, да ты сиди, не трогай, да, я сама все разложу, положу, разжую и в рот положу». Вот как-то так отдавали себя, а получили обман. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был на сегодняшнем раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.